Эй, тебя можно на пару слов? Чего тебе? Я вижу, ты человек не промах, не боишься сложностей. Ты понимаешь, я странник, как и ты. О, как невежливо. Забыл представиться. Меня зовут Дуэйн. Я знаменитый искатель кладов. Уверен, мое имя у всех на слуху. Я не слыхал. Я ведь странник, смекаешь? Не местный. Родом из Мерселина. Объездил всякие страны. У эльфов был в Марионе, на Элире в порту Легран. И чего от меня надобно? Знаменитому искателю кладов? Конечно же, найти клад. И ты и я можем разбогатеть. Точнее, даже не найти, а отбить его у поганого чудовища. Нашел я тут сокровища, амулет и кучу золота. Золу логи, дарами манящий. Как только я начал собирать золотишко, из подземелья вылезло чудовище. Как цапнуло за ногу, пришлось бежать. Часть золотишка-то я унес, а вот остальное растерял. Принеси мне амулет, и я тебе заплачу. 5000 звонких монет. Выгодно, а? Дуэйн свое дело знает, смекаешь? Вы не представляете, что мы пережили. Пускать нельзя. Указ королевского совета. Почему? Как вообще дела, братец? Да так себе. Война это война. И где эта ада снова шляется? Не видали мою подмастерье? А ты что, хочешь, чтобы я ее нашел? Да толку-то. Девчонка она смышленая, но поручение ей давать. Дело безнадежное. Я ведь ее за костылем послал к Таберу, что на нижнем рынке Марцеллы торгует. Сам бы сходил, да нога разболелась, сил нет. Только и могу что тут на табурете сидеть, да за рабочими присматривать. А дело-то стоит. О каком деле идет речь? Мы тут производим големов. И глину, как видишь, добываем, и тела изготавливаем, и управляющие таблички штампуем. А без костыля... Да что говорить. Вы не представляете, что мы пережили. Пускать нельзя. Указ королевского совета. Что скажешь? Ты знаешь Феро? Еще бы! Каков мерзавец! Позор всей гвардии! Ровно сегодня утром я отпустил его уладить семейные дела. Он уже должен быть в своем замке Айрак. Как только мы закончим здесь, я отправлюсь за этим негодяем и предам его суду. Постой. Среди твоих рыцарей могут быть другие предатели. Я сам с ним разберусь. Что же? В ваших словах есть здравый смысл. Я выдам вам ордер на арест Феро. Действуйте от моего имени. Однако должен вас предупредить.
Многие рыцари замка Айрак клялись в верности Феро, а не короне. Будьте готовы к схватке. В Нижнем городе неспокойно. Привет! Я от мастера Жакара. Он говорит, что заказывал у тебя костыль. Я уже заждался эту негодницу Аду. Поди опять девчонка куда-то сгинула. А ты вместо нее? Вон он, костыль у прилавка стоит. Забирай. И скажи Жакару, что у этого костыля металл лучше, чем у предыдущего. А то он на качество гораздо жаловаться. Да уж, думаю, железный костыль он не скоро сносит. Да, пожалуй, что так. Понаехали тут. Значит, вот какой он. Вы не представляете, что мы пережили. Жакар, вот твой костыль. А мне-то он на что? Неужели похоже, что я смогу железный костыль каждодневно с собой таскать? Нога у меня, конечно, больная, но для нее я использую мази. Жду вот, пока подействует. А костыль — это для печатного пресса, что глиняные таблички штампует. Сломался он. Так что будь другом, помоги уж до конца. Вас, куда костыль надо вставить, вы сразу увидите. А как пойдет работа, я вам таких големов предоставлю, глазам не поверите. Костыль — наша сила. Давай, глупый кусок глины, берись за работу. Железный-то костыль, поди, не скоро сломать. Ну, теперь пойдет работа. Только успевай поворачиваться. Заготовок-то под големов у нас полный склад. А вот управляющих табличек не хватало. Так значит, у тебя можно големов приобрести? Совершенно верно. Под любые нужды, хоть колесо лифта крутить, хоть таблички штамповать, хоть воевать. Я ж говорил, сразу пас увидится. Вот так у нас все и устроено. Вставишь костыль в нужное место, и тут же работа кипит. Возьмите-ка вот эту табличку из новой серии, да прогуляйтесь к лифту. Лита уже давно жаловалась, будто у ее голема старая табличка истерлась. Погоди, я только что тебе помог, а ты меня еще одним делом нагрузить хочешь? Так это дело будет и вам полезно. А ну как лифт сломается, вы что же, будете холмы кругом оббегать? Это ж сколько времени-то займет?
9-я стихия. Что, Мак, нашел что подозрительное? Да в том-то и дело, что нет. Ритуалы проводил, аспект мистического зрения задействовал, младшего духа камня призвал. Обнюхали с ним каждую 5 землей в лагере и вокруг. И что вы думаете? Пустота. Полнейшая пустота. Ни проклятий болотных, ни чумы некроманской, ни гнилостной пыльцы, ничего нет. Из-за чего вы, обыватели, беспокоите магов? Сам его мудрость архимаг Кейторн вызвал меня с Эллира и прислал сюда. И что? Я только время потерял. Кстати, а кто ты? Я Ремедиус, старший маг-исцелитель Ордена Королевских Магов. Странно, что вы меня не знаете. С кем имею честь? Я Айвор, доверенное лицо принца Адриана. Здесь занимаюсь расследованием катастрофы на Монпатри. Что ж, мне есть что сказать порученцу принца. Где-то здесь по руинам бродил Флавий, известный писатель. Так мне сказали. Его поразила болезнь, очень необычная болезнь, заболевание духа. Будь моя воля, я бы сам отправился на его поиски. Но сейчас у меня нет времени. Если найдете Флавия, сопроводите к магистрату. Я навещу больного при первой же возможности. Жрать охота. Хоть в... Здрасте. А вы тут какими судьбами? Расследую катастрофу на Монпатри. Ты же из беженцев, да? Ну и что с того? Рассказать мне нечего. Я той ночью из магофактории отлучился. По делам своим, знаете ли. Пошел обратно, а там они вот бегут, как от огня. Ну, пошел с ними, да и вляпался. Теперь меня сторонятся, как прокаженного. Лучше б сбежал сразу во Флостер и помалкивал, что с Монпатри. Если честно, события в магофактории меня интересуют больше твоих сожалений. Ага. Нормана ищите. Он их вывел, и его все и слушаются. Вот с ними говорите о своей катастрофе. Остальные помалкивать будут. А этот дурак ретивый все вам расскажет. А вот и свежий хлеб, подходите. Ешь на здоровье. Подходи, Норман. Эй, Мерси, ты чего этому такой большой хлеб дала? А ну дай сюда! Опять они за свое. Успокойтесь. Вы хотите, чтобы к нам и дальше относились как к свиньям? Мы люди. Этого нас еще не лишили, ясно? Беженцы. Как будто на войну вернулся. Вам что-то нужно? Боюсь, похлебки на вас и ваших людей у меня нет. Хватило бы на тех несчастных, что остались в лагере. Восемь лет! 8 лет, троллье вымя! О чем ты? 8 лет я настраивал лучших настрийских боевых големов. 8 лет! До Монпатри я работал на Эллирской магофактории. Все знали, мастер Харви голема соберет хоть с закрытыми глазами. И вот меня, мастера, не взяли в артель Жакара настраивать примитивных глиняных дуболомов. Видите ли, после катастрофы они стали сомневаться в нашем мастерстве. Вот уж воистину змеиные времена настали. Час яда и кнута. Давайте я вам дом починю. Может, крыша протекает или крыльцо покосилось. Все подкручу, заменю, залатаю. Видит Эллео, я бы нанял тебя, но у меня нет своего дома. Ни здесь, ни где-либо в королевской земле, прости. Эх, нелегкая. Лучшие мастера Ностры без дела маются. Руки золотые, а в желудках бурчит. Куда король смотрит? Вы что, и вы нам не поможете? Что ж вы так? Вы из столицы? Хвала Создателю, о нас вспомнили. Вы привезли еды? Нет, еды пока нет. Ты здесь главный. Норман я.
рабочий из литейного цеха. И да, я здесь как бы за главного. И от принца Адриана. Он хочет знать, что случилось в Магофактории. Ты же там был? Что, опять допрашивать будете? А ничего я не скажу, не дождетесь. Не слышите меня? Ну и катитесь к черту! Я не знаю, с кем ты говорил раньше. Расскажи, что знаешь, и я уйду с миром. Еще чего. Посмотрите на нас. Люди, которых я привел, еще вчера были лучшими ремесленниками на Магофактории. А теперь их все сторонятся, как чумных. Бросили подыхать от голода у городских стен. Указ издали, не пускать. Ничем вас не проймешь, сволочей. И раз вы нам ничего не даете, только бьете, то и вам шиш. Все секреты имеют свою цену. Какова твоя? Золото? Послушайте, я человек не гордый, мне за правду обидно. Поэтому помогите нашему лагерю, прошу. Поговорите вот с Мерсией. Она вроде бы знает, что можно сделать. Да ей самой трудно, едва с нами справляется. Помогите моим людям, тогда я помогу вам. И расскажу все, что знаю. В чем дело, Гуф? Тебе не досталось хлеба? А тоже, с голода по... Да-да. Чем могу помочь? Твои постояльцы отказываются говорить со мной, пока я не помогу прокормить лагерь. Норман сказал, ты знаешь как. Там, в Риквилле, брат мой хозяйство держит. Гериком его звать. Хозяин он справный, рачительный. Мог бы нам помочь. Сама, признаться, не доберусь. Боюсь по тракту путешествовать. Разбойники повсюду. И здесь, и на старой заставе. А вы, вижу, за себя постоять можете. Передайте весточку брату моему. Большего и не прошу. Путь не близкий, но буду в Риквилле обязательно передам. Постойте! Зачем так далеко ехать? У меня есть мыслишка получше. Рассказывай, вдруг чего дельного скажешь. По пути сюда мы договорились с одним очень уважаемым человеком. Его Кистенем зовут, если что. Он обещал дать нам еды. Но день идет за днем, а Кистень так ничего и не прислал. Хотя живет прям тут, под холмом. Вы бы с ним поговорили, узнали, в чем заминка. А я вам подарочек обеспечу. У меня найдется, обещаю. Что это значит, Гуф? Ты хоть знаешь? Все еще не верите? Да спросите любого. Гуф честный парень. Подарочек будет что надо, обещаю. Не верю, что Кистень может хоть кому-то помочь. Не иначе, как Гуфа обманули. Как можно иметь с этим разбойником дело? Он не первый год хочет отобрать нашу землю. Угрожает, грозит дом поджечь. И как вы от него отделались? Тогда еще был мой отец. Он знал Центуриона Прима. Служили они вместе. Прим восстановил справедливость, защитил нас. Но Кистень этого нам не простил. Незадолго до появления этих бедняк отец исчез. Пошел в Марцеллу и не вернулся. Ох, да что же это я вас отвлекаю своими рассказами? Вы же занятой человек. Просто передайте Герику весточку, прошу вас. Видал? Мерсия, неужто и вы нам не Никогда поможете? себя не прощу. Как же я могу... Простите, знаю, что веду себя совсем неприлично. У всех горе, но я не могу. Что у тебя случилось? То же, что и у всех здесь. Я ведь родилась в Магофактории. Мы играли со сломанными големами, прятались в шахтах. Мама перед сном читала мне шахтерские сказки, а я потеряла ее книгу. В Магофактории? Нет, книга точно была при мне большую часть пути. Я выронила ее где-то неподалеку. Я так боюсь, что мамины сказки совсем пропадут, пока я пытаюсь набраться сил. Мерсия хлеб издавала. Видал. Что это значит, Гуф? Ты хоть знаешь, кто он такой? Жрать охота. Хоть волком вой. Один котел на день. Где же этот серван? Куда запропастился? А стражники эти? Чего вам? Хотите дорогу до старой заставы узнать? Арика ее раздери, проклятую. Допустим. И можно даже без ругательств. Да как тут не ругаться?
Разбойники с этой старой заставы второй месяц не дают риквельским трактам ездить. За все мы им платим. С каждым днем все больше и больше. В городскую стражу жаловались, а толку? Как сидели эти гады, так и сидят. Вот и брат мой Серван решил, что сможет с ними договориться. Поехал к разбойникам, мол, попрошу цену снизить, чтоб мы, простые крестьяне, могли снова трактом пользоваться, товары свои на ярмарку возить. И что же? Ничего. Пропал Серван, как будто сквозь землю провалился. Может, и нет его уже среди живущих. Хоть бы кто разузнал его судьбу, пока я умом от горя не тронулся.
Помогите! Спасибо! Что у вас здесь происходит? Кто это в клетке? Да, воришку поймали. В подвале копался, еду воровал. Говорит, что он Уга, сын старосты Риквеля, сурового Жоржа. При этом, веришь или нет, умоляет, чтобы его отцу ничего не говорили. Надо сообщить Жоржу об этом прохвосте. Пусть скажет, что с ним делать. Раз ты сын старосты, чего ты его так боишься? Да все просто. Батя пристроил меня на работу в магистратуру столицы. Но я не справился, и меня выгнали. Домой идти побоялся. Батя у меня строгий, прибьет еще. Вот я и стал бродяжничать. С голодухи даже воровать начал. И что ты предлагаешь? Освободить тебя? Передайте маменьке моей этот вот медальон. Кора ее зовут. Она поймет, что надо делать. Поможете мне, и я кое-чем поделюсь. Обещаю.
точка. Нужно призвать моих орлов. А голубь... Постой, добрый человек. Подсоби путникам, попавшим в беду. И что за беда у тебя? Рассказывай. Вон там, на старой заставе, на нас напали разбойники, отобрали наше добро. Проучи их, а? Руку даю на отсечение. Их там всего ничего, не больше дюжины. Только увидят, сразу разбегутся. Не больше дюжины? Да их там целая армия. Застава крепкий орешек. В одиночку вам не справиться. Думаю, вам потребуется моя помощь. Все ты преувеличиваешь, ведьма. Не слушай ее. Накажи этих бандитов на старой заставе, а я золотом не обижу. И вознагражу, и всем скажу, кто мне помог. Он вас торопит, чтобы добро свое скорее вернуть. Спешит он, видите ли. А я знаю ритуал призыва великих орлов. Помогите с ритуалом, я помогу взять заставу малой кровью. Нападать сейчас, и точка. Нужно призвать моих орлов. А голубей нам призвать. И зачем нам нужны эти птицы? Глядите, на заставе засели грабители и душегубы, и среди них немало стрелков. Если я призову птиц, они помогут вам занять заставу. Правда, я еще не пробовала никого призывать, но моя наставница – самая искусная руанская ведьма Белинда, и все заговоры я знаю. Как там говорилось, в час полуденный найди погремушечник, сорви его ягоду, перо чудо-птицы возьми, что королева среди прочих птиц, и возложи на алтарь, сказав слова силы. Нужно не перепутать. Помогите мне, призовите орлов. Вместе накажем разбойников, а после я вас вознагражу. Ты? Я... Сейчас это не имеет значения. Посмотри вокруг. Что это вокруг? Какое-то черное колдовство? Если бы это было колдовство, это пустота. Растения, земля, небо и даже живые существа – все это пропитано силой творения, маной, как вы называете ее. И теперь извне явилась сущность, поглощающая эту силу. Это погибель, окончательное ничто. Постой-ка. Ты меня сюда привел. Для чего? Что ты хочешь от меня? Ты сразишься с погибелью и победишь. Ты хочешь, чтобы я бился с погибелью? Но как? Правильный вопрос никак и нигде. Правильный вопрос когда? Сотни и тысячи лет назад погибель уже приходила, и тогда удавалось ее сдержать. Но в чем смысл? Я что-то не улавливаю. Погибель существует вне времени. Пережив заново победу над нею здесь, мы исцелим это место. В третью эпоху царь дворфов Димир ушел из Ригернских гор и переселился в эти края. В походе он дал бой порождениям пустоты. Тогда храбрые молотобойцы отбросили погибель.
Победа за тобой. Погибель отступила на один шаг. Невероятно. Дворфы отчаянные рубаки, я это прочувствовал на своей шкуре. Тебе предстоит пережить еще не одну битву прошлого, чтобы помочь будущему. Мы закрыли один нарыв, но теперь нужно исцелить и другие. Ты почувствуешь, где тебя ждет следующее испытание. Я буду ждать тебя.